Друзья, всем привет! Вот компания Xiaomi относительно недавно представила HyperOS 3 на глобальном рынке. Скажем так, эмоции подутихли и появилось еще немного информации о том, что же разработчики на презентации упустили, не показали и чего стоит ожидать от HyperOS 3 Global. И потому в этом видеоролике данные все моменты и рассмотрим. Так что присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Те, кто на этом канале давно, все вы знаете, что я люблю обращаться за помощью к официальным источникам информации. В данном же случае это официальная страница HyperOS 3 для глобального рынка. И компания Xiaomi, да и в принципе разработчики любят наполнять эту страницу необходимой и актуальной информацией. Имеется в виду там про HyperOS первую версию, когда это было HyperOS 2 и вот как сейчас HyperOS 3. На презентации разработчики не особо говорили касательно того, как у нас будет улучшена оптимизация, производительность, автономность, ну и тому подобное. Хотя они всегда любят об этом, ну, наверное, минут 20 так точно рассказывать. Сравнивать всевозможные другие бренды, показывать свои какие-то там лабораторные тестирования, ну и прочее. Вообще, в принципе, они этим гордятся. Но вот, когда была презентация, получается, 24 числа, почему-то про это вообще не было ни слова сказано. Так вот, на официальном сайте появляется информация, что действительно были проделаны всевозможные работы в плане ядра, что были проделаны всевозможные там движения по рендеру и прочему. То есть графика стала лучше, соответственно, и там с ядром они поработали, и также это будет влиять на оптимизацию. И следующим разделом у нас с вами идут те самые анимации. Да, это то, о чем в принципе не особо было сказано, и скажем так, не особо дифирамбы были об этом спеты. И тут на официальной странице, как вы можете заметить, нам демонстрируются крутые анимации. Скорее всего, все эти скрин-рекордеры были взяты либо с Xiaomi 17, который через энное время должен дебютировать на глобальном рынке, либо же с Xiaomi 15, что, кстати, больше на это похоже. Но мы с вами опускаемся далее. Xiaomi Hyper Island. Об этом как бы-то вы уже знаете, что это такое, для чего оно существует и вообще в принципе с какого бренда это было взято. На этом я особо останавливаться не буду, но скажу лишь только одно. К сожалению, разработчики не показали другие приложения, на которых этот островок будет работать. То есть, понятное дело, тут у нас все стоковые приложухи, которые мы с вами знаем, а вот каких-то других нам, увы и ах, не продемонстрировали. Плюс нам тут еще как бы визуально показывают, какая анимация этого всего островка будет в целом, что существует переход между приложухами, которые поддерживают этот островок, а также у нас есть, как вы можете заметить по правую сторону, визуализация того, как мы можем еще взаимодействовать дополнительно с приложениями. Следующий наш раздел — это получается персонализация. Тут тоже я особо останавливаться не буду, потому что разработчики тут просто напоминают нам, что в целом нас ожидает от HyperOS 3. Получается, с помощью искусственного интеллекта мы можем делать какие-то мультяшные себе экранные блокировки, ну и тому подобное. Назовем так, гордостью у компании в этой вот оболочке будет AI Dynamic Wallpaper. И да, вы в комментариях можете мне сказать, что эта вся история уже была, и как бы-то это не в новинку. Но тут нам эта информация поддается в таком ключе, что мы сами сможем для себя создавать анимированные всякие обои также с помощью искусственного интеллекта. Что мне еще понравилось помимо островка, это более гибкая настройка шрифта на экране блокировки. Да, как бы возможно для кого-то это не является сверх вау и сверх чем-то, но лично для меня, как для человека, который уже попользовался HyperOS 3 на Xiaomi 15, могу сказать, что да, эта тема вам реально должна зайти. И назовем это так, данная фича дает некой новизны для HyperOS 3. Плюс также разработчики нам еще с вами так напоминают, что у нас ожидают новые ярлыки, новые там виджеты, ну и тому подобное. И, кстати говоря, все те наработки виджетов, которые мы с вами наблюдали, это все было закосом под HyperOS 3. Конечно же, разработчики тут нам напоминают и про стоковые приложения. В частности, это обновленная галерея, которая у нас выглядит следующим образом. То есть мы теперь с вами будем наблюдать такую сверху картинку, что было в этот день. Плюс закрепленные у нас альбомы теперь проявляются и более гибкая сортировка альбома, вообще в принципе то, как вы хотите. Напоминают нам и про улучшенный поиск, который мы сможем с вами выполнять в той же самой галерее.
Xiaomi Hyper AI. Вообще, я надеялся, что в этом плане разработчики сделают что-то поинтереснее, но, к сожалению, ничего тут не можно такого выделить сверхпрорывного. Ну, за исключением, возможно, DeepSync мода, который должен генерировать нам более такие живые и более такой, знаете, продвинутый контент. Но вот также, попробовав эту всю историю, я не могу сказать, что текст становится каким-то научным, каким-то профессиональным, ну и прочим. То есть любое громкое название, оно должно под собой что-то иметь. В данной же ситуации, увы и ах, я не могу сказать, что это именно так. И один из последних разделов, который тут остается, это Touch to Share. Кстати говоря, после обновления до HyperOS 3 на Xiaomi 15 никак не мог найти этот раздел, но перейдя в галерею, перейдя в передачу изображения, мне выдало этот раздел, и теперь я понимаю, что и как оно находится, и где в принципе оно находится. Как заявляется компанией, что мы с вами сможем таким образом, не только мы можем передавать медиафайлы между смартфоном и Xiaomi, а также мы сюда сможем приплести и смартфоны Apple. Ну, что же касается списков на обновление HyperOS 3, я уже об этом рассказывал и особо останавливаться не буду. В принципе, все и так логично. Сначала флагманы, предфлагманы и другие аппараты этого года, ну и, соответственно, там последующие волны, аппараты 24 года и 23 года. Тут, в принципе, каких-либо особых сюрпризов не наблюдается, и лишь только остается дожидаться, когда придет эта прошивка. Что же, друзья, давайте подведем такой небольшой виртуальный итог всего того, что было показано на презентации и чем было добавлено разработчиками на официальном сайте. В целом и общем, мое мнение не меняется еще после презентации в Китае, что это обновление не тянет на HyperOS 3, лишь только визуальные какие-то косметические, там, более раздельные изменения, добавления, улучшения, которые под собой, не несут такое громкое название, как HyperOS 3. С одной стороны, да, анимации стали лучше, устройство стало работать шустрее, в плане автономности могу сказать, что чуть-чуть получше стало, чем это было в HyperOS 2, но опять же, чтобы более такую полную картину сложить, это нужно так именно побегать на постоянке с пару недель с устройством под HyperOS 3 и чтобы вам выдать какую-то информацию. Но так на сегодня могу сказать, что по тому, что я использую на Xiaomi 15 и то, в каком он ритме у меня живет, то в целом и общем могу сказать, что автономка возросла, плюс-минус процентов на 5-10, но не более того. Да, это еще бета-версии, это нестабильные версии, и нам стоит дожидаться уже полноценных релизов. Ну а на глобалке, как вы видите, особо разработчики не урезали по сравнению с китайкой, но и поживем и увидим, когда первые сборки выйдут, и будем уже там тестировать и рассматривать, что же мы с вами получили. Ну а если у вас еще остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.